Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что же нельзя делать вечером. И эти запреты, которые мы вам далее озвучим, сообщим, это запреты от наших предков, от наших бабушек и прабабушек. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно активируйте следующую магическую фразу написанием в комментариях под этим видео. Слова следующие: я пребываю в гармонии с деньгами. Сегодня мой день, и удача мне улыбается. Истинно да будет так. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Вы знаете, наших современников вряд ли можно было напугать темнотой. А вот наши предки искренне верили, что именно после захода солнца наружу выползает всевозможная нечисть, встреча с которой не сулит ничего хорошего. И с темным временем суток у наших предков были определенные запреты, отступать от которых можно лишь было по особым праздникам, например, в Купальскую или Рождественскую ночи. Сегодня мы, конечно, с вами, современные люди, меньше обращаем внимание на запреты, связанные именно с темным временем суток. Но если вы не хотите столкнуться с негативом, такие народные приметы следует знать и строго соблюдать. Итак, что же нельзя делать вечером? Во-первых, без нужды покидать свой дом. К счастью или, наверное, к несчастью, наша современная молодежь любит почему-то собираться под покровом ночи, устраивая всевозможные гуляния, посещая развлекательные мероприятия или просто гуляя по ночному городу. Вроде бы как и романтика, вроде как бы и хорошо, интересно. И сегодня никто уже и не помнит, что в былые времена после захода солнца человек старался не покидать свой дом без особой на то нужды. Считалось, что, выйдя ночью на улицу, можно стать жертвой нечистой силы. Возможно, в современных реалиях такой запрет выглядит глупо, но если мы с вами проанализируем, то мы поймем, что большинство всевозможных бед настигает человека именно после захода солнца и чаще всего именно на улице. Чем можно объяснить это еще? Сложный вопрос. Далее, что нельзя делать после захода солнца, это выносить мусор. Помните, что на ночь никто не выносит мусор. И данное поверье одно из немногих, которое строго соблюдает и сегодня. Данный запрет берет свое начало еще с давних времен, когда считалось, что если вы выносите на ночь мусор, темные силы могут использовать его против хозяина дома, наведя на него порчу или наложив какое-то проклятие. Более того, принято считать, что, вынося мусор на ночь, человек рискует лишиться материального благополучия. Он может лишиться работы, потерять прибыль или его могут просто банально обокрасть. Далее, после захода солнца нельзя было убираться в доме, потому что уборка в доме после заката – это нашими предками считался еще один запрет, который старались соблюдать наши современники. Считается, что, подметая пол перед сном, человек выметает из дома свое собственное благополучие. И именно такая народная примета символизирует бедность и неудачи. Если же человек моет пол, протирает пыль и избавляется от ненужного хлама после захода солнца, то он таким образом отталкивает от себя любовь и счастье. Также после захода солнца ни в коем случае не оставляйте грязную посуду. Как мы уже говорили о том, что не разрешено проводить уборку в доме после захода солнца. А вот на мытью
мытье посуды этот запрет не распространяется, а наоборот, оставлять на столе грязную посуду на ночь является дурным знаком, потому что именно кухня у нас считается самым чистым местом в доме, ведь именно там живет домовой. А немытая посуда, грязный стол – это прямое оскорбление для хранителя нашего дома. Обидевшись, он может покинуть наш дом, забрав с собой уют и тепло. И это еще не худший вариант, ведь сильно обидевшись, домовой может начать мстить, постепенно разрушая наш дом и делая нашу жизнь в нем просто невыносимой. Также ни в коем случае не оставляйте нож на столе. Помимо грязной посуды на столе к ночи не должно оставаться и острых предметов, в частности ножей. И дело тут не только в недовольстве домового, а в проделках дьявольских сил. Потому что издавна считалось, что ножи следует прятать от людских глаз, ведь они являются символом раздора и вражды. А если оставить их на столе и отдать во власть темных сил, то можно нажить себе немало неприятностей. Поэтому, забывая или намеренно, когда вы оставляете на ночь нож на столе, знаете, есть реальная угроза семейных скандалов, вплоть до развода. Именно это обстоятельство может рассорить и близких родственников, столкнув их лбами, например, в споре за наследство. Также в вечернее время не стоит одалживать деньги. Помните всегда о том, что деньги являются символом удачи. Но когда наступают сумерки и наружу выходят темные силы, вашу удачу могут в любой момент украсть. Поэтому, одалживая деньги, после захода солнца вы таким образом прогоняете денежное благополучие и обрекаете себя на нужду. Поэтому будьте готовы к тому, что в ближайшее время вас будет преследовать безденежье. И как скоро оно прекратится, даже сказать трудно. Все зависит от суммы данной взаймы. Кстати, не желая отдавать собственное благополучие и достаток, люди с наступлением ночи также не одалживают вещи и продукты питания. Более того, раньше даже принято было считать, что люди, которые ближе к ночи приходят к вам даже за щепоткой соли, за хлебом или кастрюлей, могут иметь на ваш счет злой умысел. К примеру, через хлеб или соль на человека нередко наводят порчу. Далее не нужно смотреться в зеркало. С наступлением ночи наши предки старались избегать зеркал и никогда не смотрелись в них. Зеркало во все времена считалось порталом, который связывает мир живых с миром мертвых. И если в наш мир приходила нечистая сила, то зачастую она появлялась именно через зеркало. Но если днем при свете солнца человек надежно защищен от дьявольских проделок, то ночью эта защита пропадает. В современном мире мало кто придерживается, к сожалению, данного суеверия. Но те, кто знает о нем от своих бабушек и дедушек, уверены, смотрясь вечером в зеркало, можно навлечь на себя и болезни, и преждевременную старость. Далее не нужно завешивать окна. Ночные шторы предназначены как раз для того, чтобы с приходом ночи закрывать ими окна. Таким образом, мы с вами ограждаем себя от посторонних глаз и лунного света. Правда, еще неизвестно, что страшнее и опаснее. Посторонние люди, заглянув в незавешенные окна, могут банально ограбить вас, а лунный свет, падающий на спящего человека, может привести его даже к сумасшествию. Далее нельзя стирать вещи. Заниматься стиркой после захода солнца также не лучшее решение. Но это, скорее всего, относится к людям, которые проживают в частных домах, которые привыкли сушить постиранные вещи на улицу.
Вы знаете, в старину считалось, что оставшееся на ночь на веревке белье впитывает в себя энергию злых сил, которую затем передают человеку. Чем это грозит, нетрудно догадаться, поэтому стирать вещи нужно с утра и снимать их с веревки до наступления темноты. И одно из опасных самых суеверий – это касается нежданных гостей, которые могут заглянуть к вам ближе к полуночи. Человека, который по той или иной причине стучится в вашу дверь, не следует пускать на порог до 1 часа ночи. А если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, знаете, это достаточно плохой знак. И в ближайшем будущем у вас могут возникнуть даже проблемы с законом. Вот, друзья, основные наши пункты, согласно которым это нельзя делать вечером. И эти запреты нам передались от наших бабушек и дедушек.